Друзья, всем привет! Сегодня мы в связи с ситуацией в нашем гаражном кооперативе, в связи с отсутствием света, с выгоранием щитка, полного причем, мы собрались прошерстить все наши ростовские металлоприемки. Будем шерстить в количестве 3 человек. Такого еще не было никогда. Это беспрецедентная акция, просто беспрецедентная. Ну вот так теперь выглядят эти наши металлоломки, ребят. Крайне мало металла. Катастрофически просто. Зато 3 блогера целых будут юзать сейчас здесь все. Ну да, прям можно, слушай, станки можно с них делать, да? Плавить. Прям станки. Плата. О, трансформатор, смотри. Транс. А ты будешь видео снимать? Будешь? Нет. Не сегодня? Не сегодня. Жаль. Я уже сказал, что 3 блогера будут работать на точке. Ты хочешь сказать, что это брать нельзя, если оно накрыто? Ну да, думаю, надо спросить. Ну спросим. В прошлый раз, помню, Меня аж передернуло, блин. Шпиндель, пожалуйста, смотрите, ШВПшка. Это, кстати, ШВПшка. Вон привод. Готовый портал. Готовый портал. Так, и вот есть еще, смотрите, какой станочек. Не знаю, что это. Может, швейная машинка, вон иголка какая-то. Может быть, это какой-то, как они называются? Сапожный. А, это сапожный? Да. Стоящая вещь, как думаешь? Ну, это подошвы прошивать. Понял? Да, так может пора уже? Сапожник никогда не пропадет. В никакой кризис. Да, и вот. И в отпуск, говоришь, не поедет? Тогда лучше этим не заниматься. Ну что, ты доволен? Я очень доволен. Я увидел, я аж не поверил. Ну, у Олежки на канале увидите эту безумную находку. А я, ребята, нашел радиатор новый от Honda. Вы можете себе представить? Но он мне по-любому на какие-то самоделки пригодится. Вот, да мне даже кажется, его тупо на Авито можно продать за конские деньги. Сейчас-то у нас явно не избыток запчастей. Тоже вам немножко попозже это покажу. Потому что на металлоломке мы не светились, там за нами по пятам ходил этот человек. Вот я даже сейчас камеру убрал, чтобы он нас не увидел. Ну, вот, приемщик ходил и все нам показывал. Все про... Ну хорошо хоть показывают, хорошо хоть продают. И на том спасибо. Да. Так, ну вот еще одна. Тут всегда все есть, все разрешено. Потому что дорого. Весы, ребята, вот такие. Молотки, что-то молотков мало. А всякое разное, круги. Авиационка, говорят, была. Ну, моторчики там, авиационная, товарищ. Нет. Да. Вот такое здесь. Коллектор решил забрать. Вдруг пригодится. Новяк, стингер. Не знаю, может не пригодится. Кучка такая. Все жиденько, бедненько. Реально нержавеющая цепура. Да. Ко всего интересного. Колеса тоже с вертолет. Так, в принципе, норм. Если б не отслаивалось ничего. Не знал, где почки купить. Тут же почки стоят. Можно даже колеса такие с магниевым диском. Можно в детство впасть резко. Но это уже ерунда. Я тут нашел сабвуфер. Что-то он очень тяжелый. Если будет недорого, можно забрать. Да, мы его видели в прошлый раз с тобой, этот клуб. Да? Я не переворачивал. А вот это что за херня? Не знаю. Какая-то поворотная. Какие-то поворотные тиски с ластохвостом. Но нет губы. С ластохвостом даже? Ну, ластохвост и нет губы. Вот так, куча вроде бы большая. Стараемся шкириться, ребята, чтобы нас не видели. Куча народу, нас все время здесь сопровождают. Ну, не только здесь, на всех металлоприемках. Там пытаемся шкириться. Вот я вам при любой возможности все показываю. Видите, опять трубы чугунные. Это, наверное, Северный поток разбирают, да? Коллектор, видимо, какой-то на Северном переделывают. Вот такие старые трубы у нас в Ростове, получается, были.
На новые меняют, на пластик. Это она прогнила, получается? Жесть. Да ну, разве такое может быть, чтобы она так это прогнила? явно повреждение какое-то странное. Ну, повреждение как полумеханическое, как её будто резали. продрали ее чем-то. Пробили. Это ж чугун, наверное, таким штырем. Нафига? Ну, вырывали, может быть. Надо было пробить, а потом зацепиться и вырвать. Понял, это этим трактором. Короче, кучи гигантские, просто ржавое железо. Титана нету у них. Вот, хочется найти. Мне там на одну работу нужен титан, кругляк хороший. Никак не могу найти. Ну, я Ростов показывал, ребят. Кстати, ребятам надо будет как-нибудь действительно Ростов показать красивый. Вот, ребята, в России ничего не делается, видите? Строят какой-то мега-цех сборочный. Просто нереальных каких-то космических размеров. Новый. Не какие-то ржавые там старые железобетонные, а новяк. А мы приехали тем временем на новую приемочку. Здесь как-то сейфы классные были. Я жалею, что не взял. 150 килограмм весом, гранитные. Можно было бы с мастерской камеру не увозить. Никогда не снимал это место. Приехали в кафешинку. Здесь мы любим покушать, вот именно когда ездим по металлоломкам. Сейчас будем наслаждаться. А то что-то я уже в обморок падаю. Надо попить прежде всего. Жара страшная, конечно. Где-то 38 градусов. Попить и покушать. А этот запах. Да, и запах этот уже. Так, вот здесь, наверное, да? Что будешь? Я уху буду пробовать. Здравствуйте, говорите на втором. На второе, так, картошечка мягкая есть у вас такая? Вот. И, наверное, какую-нибудь вот эту. Люля, наверное, возьму. Давно хотел вам показать это место, ребят. Вот на 300 рублей получается, 330. Приятного аппетита всем, кто кушает. Как место? Днепропетровская, 51 адрес, да? 50И. Днепропетровская, 50И, если что, столовка такая. Вот здесь мы кушаем все время, когда по металлоломкам ездим. Можно так, чтобы Женька еще стал. Понаехали, сейчас скажет Женька. Ну что ты нас запускаешь к себе в темноту? Запускаешь. Мы, видишь, с двух тебе стволов. Все 3 блогера приехали, а ты 4-м. Не хочешь быть блогером? Не, я не хочу, мне хватает вас, честно. Они забавно так бегают с камерой. Да, и я сейчас, ну, еще на одну металлоприемку позвоню. Да, а так, сейчас папа скинет Я номер просто, телефона. у меня амбициозная часть сегодняшнего проекта, у меня вот там грузовик на тонну, я просто за ними хвостом езжу. Будем начислять. Ну вот, ребята, и весь улов. Вот смотрите, что удалось урвать. Да, конечно же, мне сегодня повезло. Повезло с первых секунд, потому что урвал вот такую вещь. Это целый портал. Можно сделать фрезерный станок ЧПУ. Я планирую сделать очень длинный ЧПУ, потому что этот маленький, ну а портал будет ходить по длинным рельсам. И можно будет фрезеровать что-то длинное, типа крыльев, типа винтов, типа чего-то такого. Вот смотрите, в каком роскошном все состоянии. Портал на ШВПшках выполнен. Также присутствуют шпиндели, есть даже фреза. Кто это выкинул и зачем, пока что история умалчивает. Также все ж таки взял я несколько аккумуляторов от ноутбуков. Ну, просто чисто интересно. Они обошлись менее чем в 100 рублей. Вот. Хочу разобрать их, посмотреть, в каком состоянии там эти патроны. Потому что здесь обычные литий-ионки пальчиковые. Пару насосов забрал, надо бы их протестировать. Один с отломанным штуцером. Вот это топливные насосы. Тут штуцер целый.
тут обломанный. Так как я человек любопытный, я вот этот обломанный, скорее всего, разберу, ну, если они крутятся, если они работают, и посмотрю на конструкцию. То есть мне важно знать, что там за насос, что там у него внутри. Всегда важно это знать. Еще вишенка на торте, это новый радиатор от Honda. Вон даже с биркой. Шут его знает, как я его так нашел, ребята. Ну, он у них, говорит, уже давно лежит. Он реально новый, видите? Все маркировки здесь есть, ничего тут не откручивалось даже. Я понюхал, отклеил этикетку, понюхал, был ли там антифриз. Никакого антифриза там не было. Даже фактически нигде он не помятый. Вот обратите внимание, абсолютный новяк. Я просто в шоке. По идее, можно будет его даже продать и поднавариться немножечко. Взял я его за 1000 рублей. Также вот колоночки такие от музыкального центра, точнее от кинотеатра. Там еще задние были динамики. Но я не стал все брать. Взял вот именно такой комплект. Взял из-за того, что сабвуфер он активный, он на 370 ватт. И можно будет его запитать, сделать с него какое-то музыкальное дополнение к чему-то, так сказать. Потому что есть усилитель. Ну и может быть динамики сами по себе качественные, потому что это Panasonic. Еще из самого классного, ребята, нашел титановый пруток. Рано радоваться, потому что он может быть не такого уж и крутого качества. Потому что мне нужен твердый титан типа ВТ6, ВТ8. А у нас в Ростове зачастую ВТ1.0 продается, да, и еще и сырой, то есть абсолютно никак не термообработан. Он по факту в 2 раза мягче, чем Дюраль D16T. Ну вот мы болты делали, испытывали, так оказалось, что титан может быть слабее, чем Дюраль. Также взял еще Stinger выхлоп. Он тоже абсолютно новый. Это на вазы ставится такое дело. Ну, за 200 рублей, думаю, можно взять. Мало ли, тоже может быть продать. Ситуация сейчас сложная. Приходится даже и об этом думать. Раньше знать не знал, что буду думать об этом когда-то. Также взял деловой металл. Такие вот профиля. Здесь 20 профилей П-образных. Из алюминия либо АД-31, либо 6061. В общем, они пригодные под сварку. И я буду варить какие-то конструкции, какие-то клетки под реактивные двигатели и прочее. Пару пруточков квадратного сечения железных. Несколько таких вот плиток железных. У меня жуткий дефицит просто по такому железу. Есть одна пластина 5-миллиметровая. Ее все время надо как-то собраться с силами, чтобы отрезать болгаркой. А я никогда не режу. Потому что лениво мне этим заниматься. А тут уже порезанные пластинки. Можно будет их легко отделять той же болгаркой и делать. Ну и вот такую штуку взял, потому что красивая, ребят. Ну реально, смотрите, какая вещь. Мало ли для чего может пригодиться. А вот, собственно-то и все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите своим жирным, качественным лайком. Всем хорошего настроения, всем пока, до новых встреч. И, кстати, да, вот это все прикупил где-то примерно за 10 000 рублей. Все, всем пока, ребята.